Вижу, конечно, и моих пациентов, очень вам спасибо, да? Вот, и являюсь личным учеником, внутренним учеником мастера Айзека Чунга, и вот уже на протяжении более чем 6 лет я активно практикую в профессиональном плане именно китайскую физиогномику. Мне хотелось немножко с вами познакомиться, раз так нас мало, да, мы можем, скажем, пообщаться в таком открытом формате. Скажите, что для вас физиогномика? Раз уж вы пришли, значит, это вас трогает, значит, это вас где-то задевает ваши струнки души. И что можете сказать? Что для вас физиогномика? Начнем с вас, Жень. Я пока не знаю, что для меня физиогномика. Очень бы хотелось узнать. Я просто несколько книг читала, но слышала, что я их зря прочитала. Поэтому хотелось бы теперь послушать, что здесь говорят. Понять, нужно оно мне или нет. Отлично, спасибо. Кто еще хочет сказать, что знает о физиогномике, что... Пока только любопытство. Пока только любопытство. Ну что ж, тогда хочу спросить, ну наверняка у вас у всех было такое ощущение, что вот вы видите человека в первый раз и говорите, я знаю о нем. Вот я чувствую внутренне, что это хороший человек или это плохой человек. Вот какие-то внутренние ваши знания говорят вам об этом. Чаще всего мы это называем интуиция. А что такое интуиция? Все-таки я склоняюсь все-таки к тому, что интуиция – это те знания, которые передаются нам на генетическом уровне из поколения в поколение. Значит, существует определенный формат людей честных или людей нечестных, людей богатых или людей бедных. Значит, все-таки есть, откуда у нас это сидит знание. Ведь наверняка все же совпадают с этим. Проходит время, говорят, вот первое впечатление все-таки было первое, оно было правильное. Вот. И немножко хотела рассказать о мастере Айзеке Чунге и о институте, Royal Academic Institute, который находится в Канаде. И в 1990 году мастер Айзек Чунг организовал это как общество по изучению идзин. И уже в 1991 году они были приглашены в Гонконг на конференцию, и где мастер был как специальный докладчик именно по идзину. Но в институте они изучают не только физиогномику, они изучают полностью и хирологию, китайскую астрологию, бадзи, фэншуй и многие другие направления. Наверняка вы с этим знакомы. Слышали же все о фэншуй? Все прекрасно. И наверняка, думаю, что кто-то из вас уже, это, как говорится, такой термин, в теме. Все уже знают, что это такое, да? Вот. Поэтому в 1995 году институт расширил уже свои, даже это еще был не институт, тогда было общество, расширил свои, скажем, полномочия на территории Канады. В то время как раз мастер эмигрировал и приехал в Канаду, а сам до этого жил в Гонконге. И, конечно же, физиогномика, она помогает людям. Потому что мне сегодня хочется, я коротко скажу, что мне хочется, как вы сказали, узнать, да? Мне хочется вам сегодня рассказать о том, что какие преимущества вам будет давать знания, именно базовые знания физиогномики. Поэтому очень многим людям именно знание своих черт, знание самого себя помогло достичь высоких результатов, как в карьере построить карьеру, как также успешно выйти замуж, или как своих детей вырастить в нужном, скажем, направлении, дать им профессию. Вот. Поэтому здесь еще пришло к тому, что в 2007 году вот это общество они переименовали в Royal Academic Institute, и это общество приобрело статус университета, и потому что опыт и исследование, 40-летний опыт мастера Айзека Чунга привел к тому, что стали в этом обществе разрабатывать специализированные курсы, потому что очень часто все задавали вопрос, как черты же, это же китайская физиогномика, значит черты, которые свойственны именно этой нации, этой расе. Но мастер провел колоссальнейшую работу и исследования, и поэтому он адаптировал, специализированные семинары создал для людей разных национальностей, разных
расовых принадлежностей, по цвету кожи. Потому что когда мы оцениваем человека, вот мы смотрим на лицо, мы оцениваем не только его там, потому что, смотрите, глаза, лоб, нос практически у каждого есть. Но у каждого же разная судьба. Поэтому мы оцениваем не только черты, мы оцениваем пропорции, в каком соотношении это все находится. Мы также оцениваем текстуру кожи. Какая кожа? Гладкая, грубая, какого цвета? И если говорить о том, что как читать, например, меня спрашивали, а как же читать негров? Да, но эти люди черной кожи, ну как их читать? Я говорю, у них есть такие же брови, как раз и глаза, лоб. Но мы смотрим о том, какие эти черты, в каком балансе и в каком пропорциональном соотношении. И мы можем прочитать абсолютно все о человеке. А если сравнивать, например, с западной физиогномикой, то западная, она чаще всего говорит только о персональных качествах. В отличие, а вот китайская физиогномика еще обладает микроскопическим, предсказательным аспектом, потому что на нашем лице представлены возрастные формы. Все, вот знаете, от рождения и до, ну, не буду называть цифры, потому что люди живут по-разному. Кто-то 70, кто-то 80, и это все видно. И мы можем прочитать на лице как взлеты, так и падения. И немножечко продолжу, что на сегодняшний день в университете прошли обучение более чем 3000 студентов, которые действительно подтвердили успех и именно важность этих знаний, потому что их жизнь действительно кардинально изменилась. И мастер Айзи Чунг был дважды в России, это был в 2006 году в Санкт-Петербурге, и второй раз он был в 2013 году. Наверняка вы слышали о том, что он здесь был, но не все, к сожалению, попали. Вот. Коротко расскажу о мастере. Он начал заниматься китайской физиогномикой, не только китайской, простите, а именно метафизикой в 1972 году. В тот период с ними жил господин мастер Фонг. Он был врачом и жил у них в доме. Так вот, с самого раннего детства мастер уже знал основы медицины, традиционной медицины. А в диагностику у них входит обязательно это осмотр, это обоняние, это слушание человека, как он говорит, как он дышит, как звучит его голос. И вот на этих параметрах и базировалась диагностика. Так вот, я хочу сказать, что благодаря врачам, китайским врачам древности, мы, в принципе, и обязаны появлению физиогномики. Так вот, будучи уже маленьким ребенком, мастер владел этим искусством. И он рассказывал как-то мне, что когда даже сидел в кафе, там, ну, в то время не кафе были, конечно, какие-то чайные, там, где они сидели, и он всегда делал шутки, разыгрывал, потому что он уже умел читать по лицу и говорил, о, у тебя вот там было вчера такое-то событие, позавчера там еще что-то. И вот он был очень интересный, и он говорил, что в детстве он уже владел вот этим искусством. И в определенный возраст, когда пришел выбор к тому, чтобы остановиться только на медицине, мастер все-таки сделал выбор расширить свои знания. Потому что, я сейчас перейду к одному слайду, потому что китайская метафизика включает в себя 5 искусств. Первое искусство – шань. И в переводе она означает «гора». Этот иероглиф в переводе означает «гора». И к этому искусству относятся все боевые искусства. Там, наверняка нам всем известны эти шаолинские бои. Мы тогда, вот помню, был период, когда мы все смотрели. Относятся талисманы. Талисманы – это такое направление, когда рисуются определенные талисманы для активации там, удачи там, или различных других по потребностям. Хэйгун, или как мы чаще всего называем это цигун. Все методики для поддержания жизни, для повышения своего энергетического статуса. Следующим искусством является
И это направление, эта категория в китайской метафизике, она связана с медициной и здоровьем. Сюда относится траволечение, сюда относится иглоукалывание, различные техники, массажи, которые именно лечат тело. Следующая категория – это Бог. И к этой категории относится аугури, это китайский термин, но в принципе означает предсказание, это гадание. И здесь используется предсказание именно для будущего человека, именно персональное. Потому что следующая категория – синг, это астрология и астрономия. И этот метод, и в этой категории, скажем, используют методы, которые предсказывают изменение жизни в глобальном направлении. Что происходит с одной страной, в другой стране, или что будет в государстве. Например, китайцы профессионального мастера, скажем, китайской метафизики, они уже давно предсказывали о том, что будут какие-то определенные события на Украине, будут определенные события в Аргентине, потому что есть определенное движение планет, воздействие там различных. Это вот астрономические, скажем, факторы, которые, основываясь на которых мы можем уже сделать предсказание, какая будет политика. И следующая категория – шун. К этой категории относятся чтение лица и фэншуй. Очень многие, потому что фэншуй связан с предсказанием не только, скажем, он с предсказанием Земли и пространства. Мы даже вот по фэншуй можем, исследовав здание, мы можем сделать такое же предсказание, как, например, будущее, какого будет у человека судьба, скажем, те, кто здесь работают, те, кто здесь живут. Скажем, мы можем сделать по форме. Спасибо, да. Вот. И я хочу обратить внимание вот на вот этот иероглиф, первый иероглиф и второй иероглиф. Первый иероглиф означает дерево, второй иероглиф означает глаз. Что это означает? Что когда мастер берет определенный материал, дерево там, и он оценивает своим глазом, что можно сделать из этого дерева. Либо это будет мебель, либо это будет предмет высокого искусства, либо это будет просто какой-то бытовой предмет. Так вот, физиогномика, она именно и является таким искусством, когда мы при помощи наших глаз оцениваем пропорции, оцениваем черты лица, оцениваем структуру кожи, и мы можем сказать, какая судьба будет у человека, какому принадлежит социальному статусу. И мне сейчас хочется перейти вот к этому слайду. Этот слайд из первого уровня по китайской физиогномике, который будет у нас проходить в Москве, в Минске, простите, в Минске 12 января. Так вот, я хочу сказать о том, как мы оцениваем, например, судьбу человека. Мы видим первая зона, вот эта верхняя зона, которая представляет старшее поколение. Плюс эта зона представляет детство. Какое у человека было детство? Представляет семейную жизнь. И уже даже оценивая только вот эту верхнюю часть, мы можем уже сказать, какая у человека будет семейная жизнь, раз. Какая у него будет карьера, какая у человека будет, скажем, ментальная активность. Это будет принадлежать человек к гуманитариям, к экономическим, к общественным, или это человек не представитель, скажем, умственного труда, это больше, если и ремесленники, ну что говорить, есть которые хороши в определенных действиях, да? Вот. Следующая зона – это средняя зона, и представляет она среднее наше же поколение, вот ваших ровесников. По этой зоне мы можем уже сказать, какое количество у вас друзей. Также это показывает эмоциональную сферу. И также эта зона показывает вашу персональную жизнь. Насколько вот красива вот эта часть, мы можем уже сказать, этот человек сам себя сделал. Или
ему помогли, потому что вот в верхней зоне, здесь мы видим, это старшее поколение, и если эта зона более красивая, значит здесь в росте, если у человека хорошая карьера, ему помогли все-таки его старшие, у него очень хороший бэкграунд, скажем. И нижняя зона, она у нас представляет молодое поколение, представляет пенсионный возраст человека, представляет активность и также социальную жизнь. Потому что, если мы обратим внимание, это самая подвижная часть у нас, челюсть. Также еще человек жует здесь, извините за такую не очень красивую фразу, да, я в нее ем, кто-то сказал, да. Насколько человек очень активен. И мы уже можем по вот этой нижней зоне определить, насколько человек агрессивен. Поэтому вот его намерение, intention, его действие, какое он активный или он пассивный. Так вот, оценивая только 3 вот эти зоны, мы уже можем сказать, какая жизнь у человека. В каком возрасте он может достигнуть пика своего развития, а в каком он может потерпеть фиаско. Так вот, знание физиогномики позволяет вам, скажем, подстелить соломку где-то для того, чтобы предупредить падение. И следующий слайд. Ну, мне, конечно, хотелось еще прежде сказать, что вернусь к мастеру, простите, когда мастер Айзек Чонг достиг высокого профессионализма в медицинском направлении, в искусстве медицины, и, конечно же, ему хотелось развиваться дальше. И вот он пошел сделал шаг к тому, чтобы изучать дальше астрологию, астрономию, фэн-шуй. И так как он уже знал бадзи, и он знал, в каком году он может встретить хорошего мастера фэн-шуй. И вот настал период, настало время, когда он встретил мастера Лию Харта. Это самый известный мастер, который... Он услышал от одного студента, что вот этот мастер, прежде чем показать дракона, он ведет студентов в определенное место и показывает, где находится этот дракон. Потому что найти дракона, кто фэншуисты понимают, знают, о чем это речь, да, это уникальная просто удача. Потому что дракон не всегда всем показывается. Это холмы, это горы, да, цепочка гор и холмов, да, которые Николай, спасибо. Создают определенную энергетику в точке. В определенной. Да. Вот. И хочу сказать о том, что какие вопросы решает физиогномика. Если вас интересует вопрос карьеры, пожалуйста, вы можете получить ответ. Если вас интересует вопрос денег, опять-таки, вы тоже можете получить ответ. Если, например, к вам приходит скажем, на консультацию человек, который просит, чтобы вы ему помогли стать богатым. Но если у человека нет на лице черт богатства, сейчас вот это модное веяние, да, вот фэн-шуй, все сразу говорят, даже, знаете, я пришла как-то к стоматологу, и он говорит, так, надо сделать все по фэн-шуй. Я говорю, а что вы имеете в виду? Вы мне в определенном говорю... Хотите дракона поставить? Да, дракона куда-то там поставить. Что вы имеете в виду? Он говорит, ну это значит красиво, это значит, чтобы к богатству шло. Ну, понимаете, настолько это уже стало такой фразой, все уже по фэн-шуй, да, вот такая. Так вот, если у человека нет на лице знаков, что он богатый, конечно же, консультация фэн-шуй и изменения в квартире дадут вам какой-то шанс стать богатым, но это будет временно. Потому что в китайской метафизике есть 3 типа удачи. Первая удача – это небесная. Вторая удача – это удача человека. Третья удача – это удача Земли. Так вот, удача Земли, она корректируется фэн-шуй, при помощи фэн-шуй, но это временные все будут проявления. Вот физиогномика и астрология, они относятся к категории удачи человека.
Так вот, мы уже можем, глядя либо на карту Бадзи вы смотрите, либо на черты лица, и мы уже можем сказать, насколько этот человек успешен. Вот на первом уровне мы изучаем формы. Какое лицо, какие бровки, какая кожа. И мы можем, в принципе, предсказать человеку судьбу. А вот на втором уровне мы изучаем га. Что такое га? Га – это китайский термин, который показывает, к какому социальному уровню человек может принадлежать. Так вот, когда мы меняем удачу Земли, мы не можем изменить га. А вот если вы меняете свои черты лица, не при помощи пластических операций, а при помощи ваших именно внутренних проработок. Потому что что такое черты лица? Это тот ваш внутренний мир, который проявляется снаружи. Так вот, если вы хотите стать богатым, то вам нужно приобретать те манеры поведения, которые делают богатым. Потому что по лицу мы можем сразу же определить, что вот это богатый человек. Потому что у богатых людей есть определенные формы. И вот очень многие девочки, это же сейчас модно, да, сразу в дамки, выйти замуж за олигарха. Но если у этой девочки нет знаков того, что она может быть богатой, и даже встретив олигарха, у нее эта удача будет временной. А как удержать эту удачу для того, чтобы она была стабильной? Только если она в себе выработает поведение богатой женщины. Так, и вернусь. На какие вопросы отвечает физиогномика? Вопросы здоровья. Вопросы выбора спутника жизни. Потому что мы уже можем прочитать на лице, какое поколение мужчина или женщина может принести. А для нас ведь это очень важно. Фактор здоровья – это та ценность, которая дается, не знаю, как дается, от Бога? Не всем. Дается, да, к сожалению, не всем. Физиогномия помогает решать в выборе профессии. Не только когда вы после школы закончили, и вам нужна профориентация, куда же вам пойти. Да, в этот период тоже очень важна. Но бывает такое, что происходит смена жизненного этапа. После 30 или после 40 человек, все, он вырос, он изжил себя в этой профессии, он хочет что-то новое. Конечно же, это помогает ему решить, и он может, исходя из своих черт, выбрать подходящее для него направление. Точно так же в путешествиях. Как-то ко мне приходила одна клиентка, которая должна была поехать в командировку, как раз это были горячие точки. А у нас на лице есть определенные локации, которые показывают за военные действия. Так я ей говорю, вот никак вам нельзя ехать туда. Вот абсолютно, вот просто, но она говорит, это командировка, я вынуждена ехать. И тогда я ей дала консультацию и рекомендация о том, что на нашем лице представлены не только, скажем, возрастные позиции, там, я сейчас еще вернусь, вам покажу 12 комнат, но также и, скажем, стороны света. Мы можем определить стороны света на нашем лице. Север, юг, где находится. Так вот, когда она едет в то опасное место, она может, скажем, придерживаться определенных позиций, куда не ходить для того, чтобы не спровоцировать сложный или острый какой-то период. Точно так же в рождении детей. Вот очень многие задают, вот, скажем, бесплодие, они лечатся, но на самом деле нет на лице, вот, скажем, да, того знака, что вот в этот период, в ранний период, эта женщина может принести ребенка. Она может родить его только после, например, 30 лет. А к тому моменту она может просто подготовиться, либо ей дается это определенное время для того, чтобы решить свои какие-то личные вопросы для роста. Точно так же в переговорах. Идут бизнес-переговоры, и решается какой-нибудь вопрос, и человек говорит, слушайте, я сомневаюсь, стоит ли мне решать с этим человеком на контакт идти, на сотрудничество или нет. Я говорю, ну вы сразу смотрите на его лицо. Что он вам говорит? И по лицу можно определить, это человек честный, этот человек будет выполнять свои обязательства, или это человек обманщик, или на каком-то этапе просто бросит. Расскажу вам случай из своей практики. Пришел ко мне бизнесмен, который хотел заняться определенной стройкой в большом
городе и показывает, говорит, вот мой партнер. Могу ли я с ним вступать в сотрудничество? Я говорю, у этого партнера, у вашего, все черты лица, которые говорят, что он бедный. Он говорит, как? Он сейчас на данный момент очень богатый человек. Я говорю, ну я не знаю. Говорю, если вы пойдете с ним в это сотрудничество, в этот проект, будете с ним, то вы потерпите фиаско и потеряете абсолютно все. Этот клиент возвращается ко мне через 3 года и говорит, я так тебе благодарен. Я говорю, а что случилось? Говорит, да в том-то и дело, говорит, я тебя послушал. И, говорит, не стал с ним вступать в сотрудничество, говорит, но другие ребята стали с ним вместе строить большой объект. Сейчас, говорит, это такие банкроты, они, говорит, еле-еле, говорит, вот, просто живут на зарплату. Ты не представляешь, говорит, они потеряли все, абсолютно все. Если дети раньше, говорит, учились за границей, то сейчас они, говорит, в обычных школах. Так что я, говорит, тебе очень признательна. Вот такое вот событие. Даже бывает такое, что знание физиогномики помогает определить удачу человека. Вот он находится человек в удаче в данный момент или нет? Почему, скажу. Тоже был такой пример. Была целая группа, команда, ребята открывали новый магазин, и у них лица все успешные. Ну, так как это мои пациенты, ну, пациенты, которые и клиенты, да, они говорят, слушай, вот странно, я, говорит, взял молодого человека, он помогает мне там в IT-вопросах решать, но не могу понять, говорит, у нас все шло так гладко, а сейчас, говорит, просто валится все из рук. Ничего, не какие-то контракты, говорит, какие-то переговоры, у нас все срывается. Но я, говорит, заметил, говорит, что я взял вот этого человека. Он мне его показывает, я говорю, слушай, он в крайней неудаче. Срочно, говорю, его на какой-нибудь другую, на другую работу, ничего личного, это бизнес срочно. Почему? Потому что неудача, когда человек находится в неудаче, это как инфекция. Даже вот он придет в успешную команду, он может заразить. Вот именно как будто бы вот эта его неудача может распространиться на всех. Поэтому это достаточно серьезная наука, которая помогает вам предупредить какие-то проблемные моменты. Также решает знания по поводу финансовых вопросов. Очень многие люди говорят, вот не могу понять, вот вроде бы у меня есть знания, как делать деньги, но что происходит? Как? Чего? Почему уходят деньги? Потому что у нас есть на лице определенные знаки. Может быть, человек работает не в том месте, не с теми людьми. Даже если у него хорошие знаки, потому что он финансовой стороны, он может испытывать трудности. Почему? Потому что есть некоторые особенности. Кому-то нужно взять целый курс сразу, а кому-то нужно разделить вот этот бизнес-проект на какие-то дозированные определенные вливания. Вот по чуть-чуть. Вот раз проект, 2 проекта, разбить. Вот наши черты лица показывают о том, как человеку работать, как управлять. Вот я коротко рассказала вам о 3 зонах. Это программа 1-го уровня семинара по физиогномике. И 12 комнат – это также программа, которая из 1-го уровня. И по этим 12 комнатам мы можем прочитать о карьере, какая у человека карьера. Мы можем прочитать, какая у человека удачливость. Вот действительно, насколько удача ему благоволит. Потому что есть такие люди, смотришь на них и говоришь, слушай, ты можешь смело идти и играть в лотерею. Ты вот всегда будешь выигрывать. Потому что у него вот эти черты показывают, что ему вот просто, да, может из казино не выходить. Да, есть такие люди. Вот. Следующая, скажем, комната братьев и сестер. Мы уже, глядя на человека, можем сказать, из какой семьи человек, где много у него было братьев, сестер, или как он умеет дружить. Вот это все мы можем прочитать по лицу. Следующая комната, комната недвижимости, и показывает, какое количество или каких размеров у человека может быть недвижимость. Ее может быть много или ее может быть мало. Следующая комната – это комната брака. Комната брака. По этим комнатам, по этим областям мы можем уже сказать, человек счастлив в браке или нет. Удовлетворен ли он этими взаимоотношениями. Это тоже все видно. Точно так же мы же можем прочитать и о романтической составляющей. Бывает такое, что смотришь на женщину, но все у нее хорошо.
А вот романтическая комната, она страдает. Она действительно вот находится в таком состоянии. И понимает, что этот человек вышел замуж, потому что у нее есть определенная ценность, там, расчетливость, материальная, или она хотела иметь хороших детей, думала о будущем. Но та романтическая часть ее, она страдает. Так вот, мы можем полностью прочитать вот об этом, представляете, об этих отношениях. Следующая комната, и находится она вот здесь на переносице, показывает, какое у человека здоровье. Каким здоровьем человек может обладать. И вот очень такая щепетильная комната, практически всех она задевает, это комната денег. Так вот, наш нос показывает, как человек умеет зарабатывать, какая у него материальная составляющая. Так вот, именно по девочкам подсказка, да, вот кто планирует, да. Если нос хороший, мясистый, с красивой формой, значит, вам повезло. Ваш мужчина может зарабатывать деньги, будет богатым. А если нос костистый, костлявый, тоненький, то, соответственно, даже если этот человек и богат, эти деньги ему не принадлежат абсолютно. И он такой жадненький будет немножечко. Кстати, вот яркий представитель, да, все говорят о владельце Икея. Ну, вы все знаете, да, это же деньги туда идут просто таким потоком, но сам мужчина, он был очень-очень аскетичный, жадный, и вел свою жизнь очень-очень, да, скромно. Да. А что по итогу? По итогу все его деньги достанутся не ему, он даже не получает никакого удовольствия. Точно такой же пример вот ярко приводят, когда Майкл Джексон. Вот посмотрите, его природный нос, он же мясистый, широкий, с красивой кожей. После пластических операций что с ним стало? У него были юридические вопросы, у него были потери денег. И в принципе все его наследство, оно ему вообще не принадлежало. Следующая комната – комната слуг. По тому, в каком состоянии эта область, можно уже сказать, какой сервис у этого человека. Он принадлежит к богатым людям, которого себя обслуживает, либо это человек, который сам за собой. Поэтому уже вот так вот прочитав, только глядя на все лицо, вы уже можете сделать прогноз, какой перед вами человек. Кстати, хочу сказать, что очень многие женщины, мужья, которые достигли материального статуса или социального статуса, у них есть возможность, они начинают менять свои черты. Начинают менять там носы, начинают блефаропластикой заниматься, подрезают там еще. И вдруг удивляются, а почему их мужья их оставляют? А потому что у них для того, чтобы быть женой олигарха, нужно самой обладать чертами олигарши. Только в этом случае вот эта пара будет вместе. Это как ключ к замку. Здесь вот это золотое правило, вот никак ничего вы не сделаете. И как только женщина начинает трансформировать себя, вкачивать губы, менять нос, там, блефаропластику или подтяжкой, то у нее сразу же начинаются проблемы. У мужа появляется женщина с чертами лица, которые соответствуют его статусу, как материальному, так и социальному. Яркий пример. Наверное, татуированные брови – это бич уже не только я говорю, наверное, говорят везде и все. Вот. И это комната братьев и сестер. Ну и друзей, кстати, тоже. Отвечает эта комната за отношения. Так вот, приходит ко мне пациентка и говорит, я знаю, что ты меня отговаривал, я знаю, что вот, у нас приятельские очень теплые отношения, я знаю, вот что хочешь, делай со мной, я буду делать татуаж. Я говорю, мое дело дать рекомендацию. Ваше дело это либо исправлять, либо исполнять, либо нет. Сделала она татуаж и приходит ко мне через 3 дня, в руках МРТ, с сотрясением мозга, с переломанным носом. Ее избил муж. Всего-навсего она разрушила зону, вот эту комнату брака. Ой, не брака, простите, братьев и сестер, отношений.